Так что даже одинаковый сорт орхидей может по-разному адаптироваться и по-разному принимать те условия, которые я этой орхидее могу предоставить. Надеюсь, что с этой орхидеей все получится. Добрый день, друзья! Если вы внимательно смотрите за каналом, знаете, что недавно у нас прошла выставка «Дачный сезон». И проходила она на Нагибина 30, выставочный павильон «Эксподом», если правильно я говорю. И к нам приезжала Александра Красина. И я была удивлена, я не знала о том, что к нам приедут москвичи с аминосилом. Это было так приятно. Посмотрите это видео. Мы наконец-таки с ними встретились. И, конечно, много было разговоров и об аминосиле, и какую они линейку собираются еще выпускать препаратов. И, конечно, шикарные орхидеи от Александры Красиной. В общем, такая была приятная встреча. Выставка сама по себе очень понравилась. Я там увидела одно... Можно назвать его тюльпановым деревом, можно назвать магнолией. Мы его не сняли. Но мы его не сняли. Но я обратила на него внимание, а когда мы ехали, я увидела цветущее такое дерево у нас в Ростове. Раньше магнолии я не видела, чтобы цвели в Ростове. Только южное побережье Черного моря. А в этом году прямо мне так захотелось это дерево. Но я решила, что чуть позже мне хочется его посадить у себя под окном. Ну, посмотрим. Может быть, получится. Но аминосил и орхидеи – это было самое главное, что я увидела на этой выставке. И, конечно, пообщалась и с Александрой, и с Дарьей. Все вы это можете увидеть в видео. Но и без орхидей я не ушла. Я приобрела 2 орхидеи. Одна орхидея Soga Diamond, если я правильно говорю по-английски. А вторая орхидея Шелериана. Soga Diamond с небольшим повреждением. Был отек листа, но есть новый здоровый лист, очень хорошие корни. А Шелериана, ну, тоже корни неплохие, и даже, я бы сказала, отличные. У нее есть цветонос. Зацветет она у меня или нет, это большой вопрос. Но поговорив с Александрой, я еще раз решила попробовать выращивать шелериану. И если вы смотрели, недавно я рассказывала, что у меня зацвела Ирен Добкин. И как долго я искала подход к этой орхидее. Она у меня и расти, и цвести, и вообще ничего не хотела делать. Но в конечном итоге я нашла место теплое, низко висит лампа, буквально 20 сантиметров от листьев, и стала активнее и обильнее ее поливать. И она зацвела. И вот когда мы общались на эту тему с Александрой, она сказала, ну это другие орхидеи, они действительно любят тепло, влагу, не нужно, чтобы корни полностью просыхали, они все время должны быть чуть во влажном состоянии. Вот так я с этой орхидеей поступила. Корни всегда чуть во влажном состоянии, хорошее освещение и тепло. Она мне объяснила, что шелериана должна находиться там же, где и Ирен Добкин. Кстати, видео... Ты показываешь полку, где она стоит. Да, я их сейчас поставила рядышком на высокой полке.
И когда включается телевизор, все тепло идет вверх. Но это физическое явление. Всегда самое холодное место это пол, самое теплое место это рядом с потолком. Но под потолок как-то орхидеи ставить не хочется. И еще важно освещение. Очень много света. Не прямых солнечных лучей, там светодиодная лампа у меня висит над этой орхидеей, но достаточно низко. Ниже, чем даже вот эта лампа над орхидеями. Вот есть такие капризули, которым место нужно найти. Вот я это нашла опытным путем, а потом Александра объяснила, что я действительно дошла до этого путем проб и ошибок. И все получилось. И Рен Добкин цветет. Кстати, у нее 2 цветка с мутацией. Как-то закрыт один лепесток на одном цветочке. Сейчас постараюсь вам показать. И на втором цветочке. Вот он. Остальные открылись ровненькими и красивенькими. Но орхидея очень мелкая. Вот, в сравнении с моими пальчиками. Совсем маленькие цветочки. Но я очень люблю мелкие орхидеи. Поэтому экспериментирую теперь с шелерианой. Поставлю ее рядом с Рен Добкин. Пока не буду доставать из стаканов. Дам недели 2 адаптироваться в моих условиях. А потом я вам покажу, как я переставляю эти орхидейки, маленькие азиаток, в чуть большие горшки и распушаю мох для того, чтобы была возможность расти корням. Вот такие новые орхидеи появились у меня в коллекции. Кстати, вот эта Сога Diamond. У меня была такая орхидея, но она погибла очень быстро. Вот не стала расти. Надеюсь, что с этой все получится. Такой же эксперимент был с орхидеей Бронзовый Будда. Она у меня прожила 2 месяца, потом развалилась буквально в течение 2 суток. А вторая такая орхидея прекрасно себя чувствует, цветет, выпускает цветоносы и находится вон там, позади меня. Так что даже одинаковый сорт орхидей может по-разному адаптироваться и по-разному принимать те условия, которые я этой орхидее могу предоставить. Надеюсь, что с этой орхидеей все получится. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.